20 сентября 2022 года мы совместно с Petrochem Skills 2022 провели параллельный чемпионат со студентами КНИТУ. Результаты соревнования студентов и операторов оказались ошеломляющими. Но сначала немного предыстории. В 2019 году компания Сибур провела первый корпоративный чемпионат Petrochem Skills 2019. Petrochem Skills – это открытый отраслевой чемпионат профессионального мастерства среди нефтехимических и нефтегазовых компаний, организованный Сибуром по стандартам WorldSkills. Первый раз его провели в сентябре 2019 совместив с корпоративным чемпионатом Сибур 2019. Зачеты проходили в 3 компетенциях – аппаратчик химических производств, лабораторный анализ и ремонт технологического оборудования. В 2021 году Сибур провел второй Petrochem Skills, на этот раз в больших масштабах. В 5 городах – Нижнекамск, Тюмень, Тобольск, Томск и Санкт-Петербург, и на 12 компетенций. Для нашей истории важна компетенция аппаратчик химических производств. Для проведения зачета по ней необходим компьютерный тренажерный комплекс. В 2019 и по сей день его поставляет компания РТСИМ. Именно в этой компетенции студенты конкурировали с действующими специалистами и показали себя наравне с ними. У операторов есть их стаж и опыт работы, у студентов этого нет. Однако студенты КНИТУ в 2022 году проходили 3-месячный курс РТСИМ Карьера, 1 месяц летнего лагеря РТСИМ Camp 2022 и неделю подготовки непосредственно перед чемпионатом с операторами. На курсе РТСИМ Карьера они учились управлять технологическим процессом, начиная с простых моделей и заканчивая установкой разделения бутанов. В летнем лагере РТСИМ Camp 2022 они углубляли изученное на курсе, но основной упор делался на знакомство с индустрией. В недельной подготовке студенты учились пользоваться РСУ и повторяли запуск установки по переработке нормального и изобутана. График, который вы видели в начале ролика, показывает лучших студента и оператора в себестоимости 1 тонны полученной продукции. Давайте подробнее посмотрим на полученные после подсчета данные. Их 4 типа – баллы, прибыль, премия и себестоимость. Последние 3 считаются во встроенном в тренажер экономическом блоке, а баллы высчитываются по утвержденной стандартам WorldSkills методике. Итоговый балл рассчитывается на основе корректности и безопасности управления, качества продукта и экономических показателей. Мы уже видели график с лучшими показателями по себестоимости. А что нам покажут графики по среднему значению? Давайте посмотрим. Это график среднего балла по группе. Красным отмечены операторы, у них 15,7 баллов. Синим отмечены студенты, у них 21,2. Давайте более детально оглянем на график результатов. Каждая отдельная точка – это отдельный оператор или студент. Кривая – соединяющая точки, группа. В группе операторов 22 человека, у студентов 14, поэтому кривая их группы короче. Обратите внимание, как большая часть точек графика группы студентов находится выше 20 баллов. При этом разброс в результатах у них гораздо меньше, чем у операторов, а значит, результат стабильнее. В этом можно убедиться, взглянув на график распределения, показывающий, с какой вероятностью участник получит тот или иной балл. По горизонтали показаны баллы, по вертикали – вероятность. Стабильность или кучность результатов показывает высота вершины нормального распределения. У студентов она немного выше. Если вы обратите внимание на столбцы, самый часто встречающийся результат у студентов приближается к максимальному баллу. У операторов это 11 и 14 баллов. Теперь перейдем к экономическим показателям. Начнем с самого важного для бизнеса параметра – прибыли. Посмотрим на график средней прибыли. У операторов прибыль находится в минус 80,5 тысяч рублей. Студенты же заработали 128 тысяч. Процесс запуска установки – затратное и убыточное мероприятие, поэтому не всегда удается при запуске получить прибыль, и минус в результате запуска – обычное дело. Окупаемость приходит позже. Посмотрим среднюю по себестоимости. Группа студентов получила 32,7 тысячи за тонну полученной продукции. Операторы – 65 тысяч. Естественно, то, что касается себестоимости, чем меньше, тем лучше. Если взглянуть на график результатов по себестоимости, то можно увидеть, что в большинстве группа студентов показала очень хороший и стабильный результат. В этом можно убедиться и взглянув на график распределения.
Вершина кривой по студентам находится сильно выше вершины кривой операторов. Это и говорит о том, что результат студентов по группе гораздо стабильнее, чем у операторов. Однако не стоит думать, что себестоимость сама по себе что-то решает. Если мы поставим график прибыли под графиком себестоимости, то увидим, что у некоторых студентов с условно хорошим показателем себестоимости отрицательный показатель прибыли, то есть его запуск был убыточен. Дело в том, что те 12 студентов, которые смогли запустить установку с себестоимостью от 16 до 30 тысяч за тонну, начали получать продукт в разное время. Соответственно, и время полезной работы получилось разным, то есть у кого оно больше, получили большую прибыль, те, у кого меньше, получили меньше или даже не успели начать получать прибыль. Естественно, первые более привлекательны для бизнеса. Премия – это денежный показатель личной эффективности, рассчитанный на основе других технико-экономических показателей внутри блока экономики тренажера RTSIM. Из совмещенных графиков видно, как коррелируют прибыль и премия. Так как сразу 4 участника набрали 23,8 балла, победитель был выбран среди тех, у кого большая премия. Им оказался Александр Рычагов, получивший 4848 рублей премии. За победу он получил диплом и последнюю модель iPhone. Александр, еще раз тебя поздравляю с победой в нашем отраслевом чемпионате RTSIM Challenge. Расскажи, пожалуйста, свои эмоции, да, от сегодняшнего дня, вот, от победы. В целом, поделись. Вообще очень приятные эмоции, то есть, не ожидал, что выиграю, то есть думал, выиграет другой человек, как мне казалось, лучше запустившийся, но вот, видимо, получилось так, что где-то в какой-то момент я, может, получше с экономическими показателями справился или еще с чем-нибудь, не знаю, с чем связано, но очень приятно, что победил. Я понял. Расскажи, как ты узнал про наш отраслевой чемпионат, да, как, в принципе, ты смог пройти этот путь, да, до чемпионата и, собственно, как сам прошел чемпионат, поделись тоже эмоциями. Да, ну то есть про чемпионат я узнал из университета, сказали, что вот будет чемпионат, надо количество участников, там, сколько-то сказали, и если есть желающие, то могут попробовать. Так как уже у нас была работа в RTSIM, я подумал, что почему бы не попробовать, вот, решил пройти, так скажем, отборочный этап и в итоге попал в команду. Сам чемпионат тоже прошел достаточно хорошо. То есть, никакого волнения не было. Пришел, запустил, получилось, все, был счастлив, рад и пошел дальше. Применял ли ты какие-то секретные техники, какие-то чит-коды? В принципе, что тебе помогло как раз достичь первого места, достичь результата? Какие знания? Секретов, наверное, нет никаких. Опять же, работа уже в этой программе, наверное, помогла. То есть там из секретов только вывести некоторые параметры на нужный уровень. Вот. И, секреты только там между температурами, где-то орошение подать, где-то наоборот подогрев отключить, только если такие какие-то секретные техники, а так, в принципе, все могут так сделать, поэтому конкретного секрета нет. Здесь, наверное, про всех имеется в виду, кто знает хорошо саму технологию. Да, естественно, то есть понимание, где лучше подогреть, где давление стравить и так далее. Какие бы ты рекомендации и пожелания дал тем студентам, которые еще не знакомы с программой RTSIM Карьера, с целой системой тренажеров? Что бы ты им рекомендовал? Я бы им рекомендовал как минимум ознакомиться с этой системой. Она помогает все-таки понять лучше взаимосвязь процессов и при этом дает, уже опыт в управлении установкой, то есть аварии какие-то случатся, как их устранить. Это, я думаю, пригодится в будущем, особенно кто пойдет работать по профессии, оператором, или аппаратчиком, все равно, я думаю, это очень сильно поможет. Я думаю, в рамках победителя ты можешь не только рекомендовать, ты можешь говорить, что это надо делать. Да, конечно, это надо делать. Отдельно хотелось бы поблагодарить, все-таки у нас руководители были очень хорошие. То есть они нас и морально поддерживали, и настраивали, рассказывали, как лучше сделать. И плюс, конечно же, Башкирцева Наталья Юрьевна, она все время хочет, чтобы студенты как-то больше образования получали, добавляет такие интересные предметы, как RTSIM. И плюс отдельно в RTSIM, я знаю, работает Михаил. Он тоже в том семестре нас обучал, очень хорошо все объяснял, все рассказывал. То есть, опять же, не просто так нажимать на кнопочки, а чтобы мы понимали, для чего мы это делаем. А так, все. Все, отлично, спасибо огромное, еще раз поздравляю. Спасибо. Спасибо.
Давайте узнаем, как оценивали шансы студентов сами операторы и эксперты компетенции. Честно, затрудняюсь ответить, но я думаю, что аппаратчики, конечно, в преимуществе будут, потому что люди уже на опыте, уже и так занимаются ведением технологического режима на своих площадках. Студенты, они все-таки больше, наверное, в теоретическом плане имеют преимущество, может. А аппаратчики больше на практике с этим сталкивались, и я думаю, они, наверное, преимущество имеют больше. Мне кажется, аппаратчики, они тут собрались лучшие из лучших, соответственно, и результат у них должен быть гораздо выше. Я считаю, что, конечно, у аппаратчиков, которые уже работали, имеют опыт работы конкретно на производстве, конечно же, у них шансы чуть выше. Но для студента, которые сейчас участвуют, для них, конечно, может быть, шансы оценивать чуть ниже, но покажет настоящая борьба и покажет нам победителей. Тут двояко. Если студенты учились по цифровой модели, то у них, я думаю, чуть больше шансов будет. По сравнению со мной, если у меня, допустим, практической истории нету, у нас по месту нет колонн. Так первый раз сижу и что-то там по наитию регулирую. Если они поэтому обучались, то, думаю, чуть побольше шансов даже. Как оказалось, Александр был прав. Студенты действительно показали лучший результат, но операторов это никак не обесценивает. Дело в том, что у студентов была более релевантная подготовка в рамках поставленной задачи. Практический опыт, полученный на тренажере РТ-СИМ, в совокупности с более свежими теоретическими знаниями и помог студентам победить. Если бы операторы получили даже недельную подготовку на тренажере конкретной установки разделения бутанов, то их шансы непременно бы возросли. Но даже в этом случае результаты студентов и операторов не отличались бы драматически. Цифровые модели РТ-СИМ дали студентам опыт и навыки управления и помогли дотянуться до уровня действующих специалистов.